Хельсинки – столица Финляндии и жемчужина на берегу Балтийского моря. Это город, в который редко заглядывают туристы, хранит немало скрытых сокровищ. Сегодняшним морозным днем мы прогуляемся по улицам Аннанкату и Каливанкату, полюбуемся их архитектурой, послушаем интересные истории, заглянем на небольшие острова к югу от города, а в финале вас ждет небольшой сюрприз. Сейчас мы находимся на площади Кампи. Вот это двухэтажное здание когда-то служило автовокзалом. Сейчас в нем расположены всевозможные кафе. Прогулку мы начнем с улицы Аннанкату. Ее история уходит в начало XIX века, когда Финляндия находилась под властью Российской империи. Изначально это была улица Святой Анны в честь ордена Святой Анны. Позже слово «святая» убрали, и улица стала называться просто Аннанкату. Ее главное украшение – неоренессансное здание Аннантало или Аннинский дом, построенный в конце XIX века архитектором Густавом Нюстромом. Это здание всегда было связано с детским образованием. Здесь располагались разные школы. Вначале это была шведоговорящая школа, где мальчики и девочки учились в отдельных крыльях здания. Сегодня же здесь работает художественная школа. Лишь в тяжелые годы Первой и Второй мировых войн здание меняло свое предназначение. В его стенах размещался госпиталь. Улица Аннанкату пересекает улицу Каливанкату, когда-то одну из самых престижных в Хельсинки. В период, когда Финляндия находилась под властью Российской империи, эта улица фигурировала под названием Владимирская улица в честь князя Владимира. Первоначально название было улица Святого Владимира, но со временем слово «святой» также убрали из названия. Но название Каливанкату происходит от финского эпоса Калевала, национального сборника народных эпических песен. Это символ значимости финской культуры и идентичности, и после обретения независимости улицы часто переименовывали, чтобы подчеркнуть финский характер, заменив название, связанное с русским периодом. Эта улица Каливанкату интересна своими красивыми зданиями разных архитектурных стилей, в которых жили многие известные люди Финляндии – писатели, композиторы, министры и сенаторы. Зимой улица Каливанкату с ее многочисленными подъемами и скатами превращалась в настоящий праздник для детей. Они катались с горок прямо на улице. Однако из-за оживленного движения, пересечений с другими дорогами и большого потока пешеходов, такое развлечение оказалось опасным. В середине 20 века городские власти, дабы избежать детских травм, решили запретить катание с горок. Мы видим вершину отеля Торни. А в этом здании из красного кирпича, построенном в первой половине 20 века, находился аптечный пенсионный фонд. На пересечении улиц Аннанкату и Каливанкату стоит красивый розовый дом. Это здание в стиле неоренессанс со множеством изящных узоров и лепниной построено было в конце 19 столетия. Сегодня здесь располагаются жилые квартиры, и здание продолжает быть заметной частью городского пейзажа. В этом изысканном здании из красного кирпича, возведенном в самом конце 19 века, когда архитектура умела удивлять и вдохновлять, изначально располагалась фабрика безалкогольных напитков. Сегодня же здесь работает художественная галерея, а на верхних этажах живут люди. А это яркое желтое неоренессансное здание – самый старый дом на улице Каливанкату. Сегодня в нем расположено посольство Хорватии. А сейчас перед нами стоит еще один красивый дом, построенный в начале 20 века. Это яркий пример финского национального романтизма. У дома красивый портал, вход в здание, а также другие декоративные элементы, которые придают фасаду особый характер. Дом украшен изящными орнаментами с изображением белок и кое-каких других животных. Они подчеркивают связь с природой и финским фольклором. Привлекают внимание надписи над входом «Майтуа» на финском и «Мьёлк» на шведском, что означает «молоко». Это напоминает, что в нем когда-то располагался молочный магазин.
А в этом доме с занятными элементами декора между окнами на первом этаже открыт магазин, где продаются ковры. Матто по-фински означает ковер. На улице Каливанкату можно увидеть дома самых разных архитектурных стилей. Здесь встречаются элегантный югенд или северный модерн, величественный неоренессанс, стиль ампир, а также строгий функционализм, который финны называют просто функи. Среди зданий в стиле функи есть как более выразительные, так и довольно простые постройки. Один из домов выполнен в стиле промышленного классицизма 1920-х годов. По соседству с ним расположены красивые краснокирпичные здания с золотистыми элементами фасада. Наверху находятся жилые квартиры, а внизу изначально располагались бассейн и спа-центр. Старые деревянные дома конца XIX века демонстрируют архитектурный стиль деревянного ампира. Какое-то время назад в них был открыт школьный музей. И видим еще одно красивое здание, построенное в начале 20-го столетия. Много еще разных интересных строений разбросано по Каливанкату. И если рассказывать о каждом, не хватит и полнометражного фильма. Так что мы движемся далее, к морю. Мы вышли на площадь Хиеталахти. Эта площадь также окружена очень красивыми зданиями. На площади видим крытое здание рынка. Это красивое здание института Метрополия. Как же красиво в Финляндии зимой! Зима в Хельсинки – это время, когда город словно замерзает в тишине. Морозный воздух, снежные просторы и ледяные пейзажи создают в нем особую атмосферу. Я иду по набережной Эйра-Ранта. Набережная Эйра-Ранта названа так по имени близлежащего района Эйра, одного из красивейших районов финской столицы. Зимнее солнце низко висит над горизонтом, а его свет золотит лед и море. Кажется, что сама вода сияет, отражая холодное, но ветер свежий, он не пронизывает, а словно помогает глубже вдохнуть. Каждый шаг по этой набережной дарит ощущение простора и спокойствия. Справа открывается вид на море, огромное, спокойное и холодное. На поверхности виднеются куски льда, а чайки садятся прямо на них. Слева остается город, элегантные дома в скандинавском стиле, фасады которых мягко подсвечены солнцем. Все это вместе создает особую картину, как будто море и город идут рядом, и ты находишься посередине, в самом сердце Хельсинки. Мы проходим мимо кафе под названием «Карусель». Его круглое здание стоит прямо у воды. Сейчас мы отправимся в путешествие по нескольким уникальным островам, которые зимой становятся особенно красивыми и доступными. Наш маршрут начнется с острова Уунисааре, куда зимой прокладывают временный мост, соединяющий его с материком. Этот мост существует только зимой, а весной его убирают, возвращая остров к его естественному состоянию. Кстати, летом на эти острова можно доплыть на катере.
Мы начинаем нашу прогулку с Похьойнен-Уунисаари, северной части острова Уунисаари. Когда-то этот остров был местом, где жизнь и смерть переплетались в самых неожиданных формах. Здесь располагалась маслобойня, а еще в одном из помещений изготавливали гробы. Сегодня в здании расположен ресторан. Остров покрыт снежным покрывалом, и его тишина кажется особенно глубокой. Прогулка по северному Уунисаари зимой – это как путешествие во времени, где каждый шаг по снегу звучит как легкий акцент в зимней симфонии. Здесь хочется остановиться, вдохнуть морозный воздух и насладиться тихой и величественной красотой зимней Балтики. Отсюда открывается прекрасный вид на остров Харрака, что в переводе с финского означает «сорока». Такое забавное название связано с формой острова, напоминающей силуэт сороки, а также с тем, что на острове этом часто можно увидеть этих ярких птиц. Чуть далее видна крепость Суменлинна, оборонительное сооружение, построенное прямо на островах посреди моря. Теперь мы пересекаем маленький деревянный мост, соединяющий северную и южную части острова. Легкий снегопад, тишина замерзшего моря и свежий морской воздух создают атмосферу уединения и покоя. Здесь, на мосту, кажется, что время замедляется, и каждый момент наполнен особым смыслом. Мы на острове Этелайнен-Уунисаари. Этот остров особенно красив зимой. Его скалистые берега, покрытые снегом, создают впечатляющий контраст с серебристой гладью Балтийского моря. С вершины скал открываются панорамные виды на ледяные просторы и морские пейзажи, где вода и небо сливаются в одном сиянии. Следующий остров Лиускасаари известный своей мариной, портом для яхт и лодок, а также историей парусного спорта. Здесь расположен один из старейших яхт-клубов Финляндии – Хельсинфорс Сегельsällskap. Летом тут шумят яхты и туристы, а зимой марина погружается в удивительную тишину. Ледяная гладь моря, чайки, мягкий снег на деревянных причалах – все это создает здесь романтический зимний пейзаж. Каждый поворот тропинки открывает все новые и новые впечатляющие ракурсы на море, а скалы на краю острова напоминают древние сторожевые посты природы, веками наблюдающие за морскими просторами. Маленькие кафе вдоль побережья манят теплом и уютом, и можно наблюдать, как зима превращает этот уголок Хельсинки в настоящую зимнюю идиллию. Далее мы направляемся на крохотный остров Лиускаслуото, соединенный с Луискасаари дамбой. Здесь расположен ресторан «Скифер», известный своими прямоугольными пиццами. Зимой остров становится уединенным уголком, где можно наслаждаться тишиной и заснеженными панорамами. Отсюда открывается просто фантастический вид на Хельсинки. Смеркается. Зимнее солнце уже начинает опускаться низко над горизонтом, окрашивая ледяные просторы и снежные скалы в теплые золотисто-розовые оттенки. В этот момент мы направляемся на последний остров нашего маршрута. Завершаем нашу прогулку на острове Сирпале-Саари, остров Осколок, где расположен ресторан Саари. Это самый западный из наших островов, соединенных с материком дамбой. Ресторан предлагает традиционную финскую кухню с современным акцентом, а виды на замерзшее море и снежные просторы создают почти волшебную атмосферу.
Здесь, среди тихого зимнего вечера, можно остановиться и почувствовать всю красоту и умиротворение этого края. Спокойная гладь Балтийского моря создает момент, который хочется запомнить навсегда. Наше зимнее путешествие по островам Хельсинки подошло к концу. Эти маленькие уголки природы и истории, частично связанные с прошлым Финляндии в составе Российской империи, напоминают нам о важности связи человека с природой, а также о красоте тихих моментов и волшебство. Каждый остров как отдельная страница книги, полной тайн, истории и красоты. Пусть же эти воспоминания согревают сердце и вдохновляют нас на новые открытия. Ну и напоследок небольшой сюрприз. Библиотека Оди. Библиотека Оди – это гораздо больше, чем просто книги. Здесь можно попробовать 3D-принтеры, арендовать студии, поиграть в игровых комнатах или даже собрать что-то своими руками в мастерских. Оди – это место, где технологии встречаются с культурой, а городская жизнь становится ближе и теплее. На этой вдохновляющей ноте я завершаю нашу прогулку по нетуристическому Хельсинки. Спасибо, что посмотрели это видео, и до встречи в новых открытиях.